Друзья, всем привет, это Феллини и новое видео о том, как правильно играть префлоп. В предыдущем выпуске я рассказывал вам о том, как правильно, корректно защищаться на бигблайнде против OpenRaise. Это видео вы можете посмотреть где-то здесь по подсказке. Сегодня я расскажу о том, как правильно играть против 3-бета с ББ. Погнали! У нас, соответственно, будет две опции, когда мы получили 3-бет, мы либо колем, либо 4-бетим. Здесь очень важно понимать, что чем ниже лимит, тем реже люди на бигблайнде будут 3-бетить в блеф, особенно против ранних позиций. Я на самом деле и на своих лимитах часто вижу, что у людей супер узкий рейндж 3-бета на бигблайнде, соответственно, особенно против ранних позиций. И вы должны хорошо понимать, где находятся границы кола и 4-бета вашего рейнджа и что с ними делать в зависимости от того, как отклоняются ваши оппоненты. Я буду показывать вам GTO рейнджи и с некоторыми оговорками, но здесь все же большая ответственность ложится на вас, как правильно вы сможете их подкорректировать под реалии своих лимитов и своих оппонентов. Собственно, погнали смотреть. Начинаем с ЕП, он же УТГ. Кол у нас выглядит примерно вот так. Значит, руки, опять же, с частотой, это зачастую руки, которые колятся около нуля. И солвер их колет по тем или иным причинам, либо, может быть, он хочет покрывать доски, либо это как-то связано с блокерами, опять же, с диапазоном префлоп 3-бета в блеф и на value нашего соперника. Соответственно, вот эти руки от девяток и до пятерок вниз, которые колятся с 50% частотой, это 50% от того, что вы открыли, да? То есть, например, если коннектор у нас тут написано как бы 100%, то это 100% от того количества опена, которое вы сделали. Пятерки, девятки 50%, как и 10-9 одномастные, соответственно, можете колировать от 0 и до 100% эти руки, да? То же самое касается дама валет одномастные. Туз 5 одномастные, солвер колет всегда. Опять же, многие оппоненты, против которых это будет так себе кол. Интересно, что здесь есть 50% кола с королями. И туз-король разномастные. Туз-король разномастная интересная рука. Солвер ее иногда 4-бетит в блеф. Но когда он получает all-in с ББ, у него эта рука становится индифферентной. Он иногда ее коллирует, иногда выбрасывает. В нашем случае получается так, что так как ББ будет реже 3-бетить в блеф, он, соответственно, реже будет пушить в блеф. Ну, точнее как, это даже будет не блеф, но в целом это будет более сильный диапазон пуша. И тогда туз-король нам придется разномастные выкидывать. И то есть получается, что мы 4-бет как бы играем всегда 4-бет фолд и просто превращаем офигенную руку в блеф исключительно, никогда ее не коля на all-in. Поэтому на ранних позах против ББ я рекомендую туз-король разномастные на 3-бет просто колить. Она отлично играется постфлоп, вы не наделаете там много ошибок, вы часто выиграете на шоудаун, когда человек поставит флоп и сдастся на терне, например, и вы выиграете там у туз-дамы, у туз-валета там и так далее. Собственно, вот так. Туз-король одномастный уже иногда можно, то есть 50% кол, 54-бет, просто потому что ее на all-in уже можно не выкидывать в целом. То есть туз-король одномастный, ну, слишком хорошая рука. Вот. 4-бет будет выглядеть вот таким вот образом. В принципе, тут корректировать особо нечего. Единственное, что если человек, ну, супер тайтово 3-бетит ББ, вы можете просто туз-4, туз-3 выкидывать и не бояться того, что у вас 4-бет, ну, исключительно на value, как бы, и, ну, и ничего страшного, в принципе. МП вот так вот выглядит рейндж. В принципе, что касается карманок, то все то же самое. Коннекторы все то же самое. Добавляется 50% валет 10. Дама валет уже колется всегда. Здесь интересные руки король валет, король 10. Они здесь с 50% весом. Не потому что их можно выкинуть, а потому что 50% их солвер предпочитает увести в 4-бет. Ему эта рука нравится как блеф. По-прежнему туз-король разномастные я все рекомендую коллировать.
Туз 5 одномастные, опять же, солвер калируют, но можно их и выкидывать в целом. Здесь короли уже всегда 4 бетятся, вот смотрим рейндж 4 бета. Дамы по-прежнему всегда калируются. Опять же, туз 4, туз 3 смотрим по оппоненту. То же самое, в принципе, касается король валет, король 10. Вы можете их полностью перевести в кол, вы можете их начать выкидывать, если там у человека 3-бет рейндж, там, не знаю, 3%, например, да. Очевидно, что у него только туз-король плюс, там, дамы плюс, например, да. Вот, но я вам показываю вот солверные рейнджи, они выглядят более-менее вот так. Переходим к катофу. На катофе у нас уже рейндж прилично отличается. Здесь добавляются пары от пятерок вниз, 50% от того, что мы открываем. При этом коннекторы 50%. То есть вы можете сказать, как же так? Типа мы там коннекторы калировали всегда, а здесь мы их калируем 50%. На самом деле, с точки зрения частоты этих рук на флопе, у вас это будет одинаковая частота, потому что раньше вы их открывали в 50% случаев и калировали все, а сейчас вы их открываете в 100% случаев с катофа, да, или около того, и калируете 50, то есть в принципе то на то и выходит. Вот этот верхний Бродвей, он уже полностью калируется, добавляется рука туз 9, добавляется туз 4, туз король разномастные, тут уже, ну как бы по-разному, но мне по-прежнему часто нравится заколить, то есть я тут написал половину кола, половину 4 бета, потому что здесь мы уже имеем право сыграть 4 беты кола лына. Добавляется туз дама разномастные. 4 бет у нас добавляется половина дам, уже здесь 4 бетится. Такие руки, как туз 8, туз 7 одномастные, туз 3 одномастные в половине случаев, туз 2 одномастные. И вот эти вот туз дама, туз король. То есть, в принципе, достаточно легко запомнить этот тренд 4 бета. Опять же, подстраивайте его под реалии свои и своих оппонентов. Баттон. На баттоне уже, конечно, все еще гораздо шире. Солверный рейндж выглядит вот так. Здесь уже все эти играбельные руки легко колят 3 бет. Туз 7, туз 6 в половине случаев уходят в 4 бет. Валеты в половине случаев 4 бетятся, в половине колятся. Туз король, солвер обычно на баттоне все же 4 бетит. Но я опять же люблю разыгрывать эти руки колом. Они, ну, снова таки хорошо играются постфлоп, никаких сложностей не доставляют. Попали в топ-пару, изи проколили 3 барреля, не попали, выкинули на терне. Часто на ШД забрали у более слабого туза. Также здесь есть половина туз дам, туз валетов и все разномастные марьяжи. Опять же, эта рука, в зависимости от того, что у вас за оппонент, она может выкидываться, может всегда выкидываться, может частично 4 бетиться и так далее. В 4 бет у нас уводится вот такой вот рейндж. К туз 7, туз 6 одномастным добавляется еще половина король 8, король 7 одномастные, все туз 2 одномастные. Вот эти вот разномастные туз дама, туз валет, добавляется еще туз 10 разномастные. И, соответственно, половина валетов. Малый блайнд. Кол на малом блайнде выглядит вот так. Половина десяток уводится в 4 бет и колется на алын. То есть, если вы видите, что ваш оппонент достаточно тайтовый, и вы понимаете, что 5 бета-лын вас никогда не прилетит с туз-дамой, например, или с туз-5, то ставить 4 бет с десятками не стоит. Просто играйте с ними колом, и это будет гораздо плюсовее. Половина вот этих всех разномастных рук легко тоже запомнить. Половина кол, половина 4 бет. Двойки, тройки, солвер колет на более высоких лимитах. Опять же, предпочитаю их особо не колить, потому что высокий рейк, люди не дотрибетчивают. В основном у всех там 10, 11, 12% трибет БВБ, это очень мало. 5-4 тоже пограничная рука. Можно колить, можно выбрасывать. 4 бет будет выглядеть таким образом. То есть нижние короли тоже легко запомнить, которые недостаточно хороши для кола. Туз 3, туз 2 100% частота. Ну и вот эти вот разномастные, как я уже и говорил. Здесь же давайте посмотрим, как ББ должен реагировать на 4 бет. Тут как бы достаточно узкие рейнджи, поэтому я не буду это выделять в отдельное видео.
опять же, если мы предполагаем, что ББ не дотрибэчивает в блеф, то на 3бет с ББ, скорее всего, что ЕП будет еще больше не до 4бэчивать в блеф. То есть там как будто бы блефы будут прям сильно редко. Поэтому я вам показываю, опять же, солверную защиту, но вы должны понимать, что все эти руки могут колиться против определенного типа оппонента в минус и, соответственно, корректировать это под себя. Было много вопросов по поводу рейнджей, что вот, мол, здесь мы будем проседать с таким рейнджом, нам придется много фолдить на 4бет. Ребят, ничего страшного в том, что вы будете оверфолдить, вообще нет. Вы оверфолдите, когда вы считаете, что у оппонента недостаточно блефа. То есть вы своими фолдами начинаете его эксплуатировать и зарабатывать деньги. Поэтому понятие, что где-то какой-то рейндж проседает, оно как бы не совсем корректно. У солвера ничего нигде проседать не будет. Но солвер играет против солвера, и поэтому он играет соответствующе. Вы можете начинать делать какие-то подстройки у себя и за счет этого зарабатывать. Собственно, против EP 4 бета защищается вот такой вот рейндж, то есть туз дама, туз валет, туз 10 колется, половина 6-5-7-6 от тех, которые вы 3бетнули. Колятся восьмерки, девятки, десятки и половина валетов. Что интересно, дамы не пушатся и не колятся. Дамы просто фолдятся. И валеты не пушатся. Они в половине случаев колируются, они там около нуля типа играются против солвера. Но во второй половине случаев они просто фолдятся. Почему десятки, девятки, восьмерки колятся, а дамы просто фолдятся? Потому что когда вы получаете 4бет с ЕП, это чаще всего руки, содержащие туза и короля. Соответственно, с двумя дамами вам намного сложнее будет собрать стрит. И это является здесь определяющим фактором. Имея две восьмерки, когда вы получили 4бет с ЕП, ваш оппонент вообще не блокирует вам возможности собрать стрит. Понятно, что собрать стрит, имея восьмерки, прям сильно сложно, но здесь все очень близко, и поэтому вот такие факторы будут определяющими. All-in на EP будет выглядеть очень легко. Соответственно, против этого all-in на EP кол на ББ будет тоже достаточно легким. Это будут там короли плюс, туз король одномастные. МП. Кол выглядит следующим образом. Все достаточно похоже. Здесь дамы уже достаточно хороши, чтобы заколить. Добавляется 8-7 половина одномастных. В принципе, все. All-in выглядит так же, как и против ЕП. Против Катофа на ББ мы начинаем колить король-валет одномастные. Ну, при этом типа не король-даму. Король-даму мы фолдим. Это, опять же, как-то связано с блокерами. В принципе, эти руки, понятно, что достаточно похожи. Вот здесь дамы уже пушатся, валеты пушатся в половине случаев. И здесь всегда пушится туз 5. Рука туз 5 одномастная. Она, как всегда, очень часто задействована в различных рейнджах, как вы могли уже заметить раньше. Рука туз 5 одномастная в этом случае против солвера имеет одинаковое примерно ЕВ пуша и ЕВ кола. В нашей ситуации, если мы играем НЛ-25, НЛ-10, возможно даже НЛ-50, вероятно, что эта рука не колется, не пушится, не будет в плюс. Поэтому можем ее не использовать. Просто знаем, что по солверу вот так, а под себя уже корректируем. На батоне все будет уже гораздо интереснее, конечно же. Точнее, против батона. Здесь уже все коннекторы колятся, кроме 9.8. 9.8 не колется, потому что когда у оппонента туз король, то он нас стекает по стриту дама валет 10. Валет 10 не колется, вероятно, потому что часто попадает в доминацию и блокирует какие-то блеф 4 беты оппонента. Колется разномастная туз дама, туз 5 половине колется, половине all-in ставится. Здесь из интересного, ну, туз дама, типа, даже на своих лимитах против некоторых я калировать не буду. Буду калировать только против тех, кто достаточной частоте ставит 4 беты в блеф. All-in будет выглядеть таким образом, все достаточно интуитивно. Тут туз 4 и туз 5, опять же, эти руки, как уже несколько раз я сказал, смотрим по оппоненту. Начиная
от стопроцентного фолда играем и заканчивая стопроцентным пушем, как бы. ПВБ тоже достаточно интуитивная, в принципе, страта защиты. Здесь мы калируем десятки, девятки, калируем все коннекторы, которые трибетили в 50% частоте. Здесь самое интересное, это то, что мы всегда калируем тузы. Мы никогда не пушим тузы при флоп на 4 бет с СБ. Опять же, если наш оппонент достаточно 4 бетит на СБ. Но в принципе на СБ люди как будто бы не сильно мало 4 бетят в блеф. Вот. Почему здесь нет рук типа дама валет, дама 10? Да потому что мы уже смотрели в более ранних видео, что эти руки не трибетятся просто при флоп БВБ. Ну и соответственно вот такое вот рейндж алына. Опять здесь туз 5, опять около нулевое одинаково плюсовое действие кол и пуш. Солвер предпочитает пушить. В принципе, на этом все. Я думаю, что это видео было для вас очень информативным. Я надеюсь, что каждый из него извлекет пользу. Извлечет. И, в принципе, извлечете или извлекете. Главное, чтобы была польза. Мне будет очень полезно и приятно, если вы оцените это видео лайком. Ну и подписочкой, чтобы не пропустить следующие видео. Всем пока, до встречи.